Сейчас я вас ошарашу. Итак, женский список мужчина должен. Но парни умнеют и сейчас тотально отказываются гнаться за статусом настоящего. А что женщинам делать? А знаете, что нужно, чтобы стать настоящей женщиной? Ого! Это будет шок номер 2. Судя по женским пабликам, настоящий мужчина постоянно кому-то что-то должен. Кто еще не в курсе, что там он должен, сейчас объясню. Тема «Мужчина должен» моя любимая. И она очень горячая. Меня зовут Александр Корченко, я занимаюсь кризисами в отношениях и бизнесе. Подпишись на канал и погнали! С этой темой я остро столкнулся первый раз еще в браке, месяца за 3 до развода. Тогда мне попался на глаза ролик некой девочки по имени Карина. Для меня он был как атомный взрыв. Совсем юная девушка просто размазала по стенке феминизм, матриархат и даже равенство полов. Первое, что хотела бы сказать, что мужик никому ничего не должен, тем более женщине. Жесткое отрицание тезиса «мужчина должен» меня выбило из колеи. А когда я показал это видео своей тогда еще жене, ее просто разорвало на части. Она устроила мне грандиозный скандал, потому что она с этим была категорически не согласна. Да и я тогда был уверен, что этот тезис «настоящий мужчина должен» действительно правильный. Мало того, я строил свою жизнь и отношения с девушками именно в парадигме «настоящий мужчина должен». А кто из вас знает список, из чего состоит это самое «должен»? Фу, сейчас я вас ошарашу. Итак, женский список мужчина должен. Обеспечивать, оплачивать, дарить, поддерживать, ласкать, хвалить, успокаивать, обнимать, встречать, провожать, уступать, заботиться, быть внимательным, уважать, сопереживать, ремонтировать, говорить комплименты, защищать, целовать, угадывать желания, жертвовать собой, развлекать, соблазнять, ждать, доверять, хорошо одеваться, помогать быть добытчиком и кормильцем, уметь предвидеть, прощать, не замечать полноты, замечать новую кофточку, прическу и так далее. Фух. Я перечислять задолбался, ведь это только половина. А теперь прикиньте, я, как и многие другие мужчины, всю свою сознательную семейную и досемейную жизнь стремился этому списку соответствовать. Хотя, если честно, этот список невозможно исполнить. Это сложнее, чем выполнить 10 заповедей Божьих. В реальности мужчина, который соответствует всем этим женским требованиям, не существует. И здесь мы имеем шикарнейший капкан для мужчин, который расставили заботливые женские ручки. Что за капкан, я чуть дальше расскажу. Первый вопрос. Откуда в моей голове взялся весь этот список требований? Я вырос в обычной семье, где мама и папа оба ходили на работу, боролись с тяготами жизни в Советском Союзе. Абсолютно наравне. Никогда моему отцу мама не предъявляла таких требований. Но когда я начал встречаться с девушками, в моей голове вдруг материализовался этот список, и я сознательно стремился ему соответствовать. Даже по отзывам девчонок или бывшей жены, пока я не подал на развод, у меня неплохо получалось. Но откуда, вашу Машу, в моей голове он взялся? А оттуда. Все детство, юность я за поем читал художественную литературу, рыцарские романы Александра Дюма, Генрика Сенкевича, фантастику Жюля Верна и тому подобное. Образ настоящего мужчины родился именно там, в 15-17 веке. Настоящий мужчина – это именно рыцарь, который и должен был относиться к женщинам вот так, как это описано в списке требований к настоящему мужчине. Это некий суровый дамский угодник в железных доспехах и с мечом в руках. При этом в те времена был жесточайший патриархат, когда настоящий мужчина, рыцарь, муж был полноправным хозяином женщины. Именно муж в те времена решал судьбу женщины и имел полную власть над ее жизнью. И в качестве компенсации этой зависимости и была внедрена вот эта программа «Настоящий мужчина должен». Компенсация, я вам скажу, серьезная. И тут я вспоминаю анекдот, когда маленький верблюжонок спрашивает у мамы: «Мам, а скажи, правда, что у нас в горбу копится специальный жир, который позволяет нам 2 недели обходиться в пустыне без воды?» Мама говорит: «Правда». Тогда верблюжонок спрашивает: «Мам, а зачем нам все это, если мы в зоопарке? Мы живем во времена, когда у женщины есть все права и возможности быть абсолютно независимой от мужчины. Мужчины не имеют никакой власти над женщинами уже давно. И по идее ничего компенсировать женщинам сейчас не надо». Но манипуляция «настоящий мужчина должен» по-прежнему остается в топе любимых женских манипуляций. Но надо отдать должное западным странам. Там об этом уже подзабыли. Это используется только женщинами на постсоветском пространстве. И мало того, на постсоветском пространстве нам до сих пор продолжают внедрять этот паттерн через литературу, фильмы, мнения окружающих нас женщин. А почему эту манипуляцию не используют сейчас женщины западной цивилизации, Европы, Америки?
Классный вопрос, ответим на него чуть позже. А сейчас давайте достанем мужчину из капкана. Настоящий мужчина должен. Как? Очень просто. Внедрение в ментальность образа настоящего мужчины заставляет нас включаться в процесс достижения статуса «настоящий мужик». Женщины постоянно и ненавязчиво корректируют поведение мужчины в свою пользу, сравнивая его с образом настоящего мужчины. И в этом сравнении любой мужчина всегда проиграет. Нельзя выиграть у того, чего не существует. Это как соревноваться с героем компьютерной игры. Но в этом есть и прикол. Если мужчина повелся на эту манипуляцию, то как бы он ни старался, он никогда не сможет достичь полного соответствия женскому пониманию настоящий мужчина. А значит, он всегда будет недостаточно хорошим мужчиной для женщины. И он, по сути, на всю жизнь будет обречен постоянно что-то делать для нее, чтобы достичь статуса настоящего и стать достаточно хорошим для женщины. Мы не будем сейчас обсуждать, а что же взамен получает мужчина от женщины. Это тема отдельного разговора. Основная мысль, которую мы должны понять, соответствует статусу настоящий мужчина, не просто нет никакого смысла. Это очень вредно для мужской жизни. Эта манипуляция переводит мужчину из состояния человек в состояние ресурс. Мужчина становится быком, на котором пашут землю, или ломовой лошадью, которая должна тащить на себе все, что захочет женщина. Понятие мужчина как личность, со своими желаниями, потребностями, умением получать кайф и радость от жизни, тут не рассматривается. Радость настоящий мужчина может получать только от исполнения женских желаний и в отношениях с женщиной. Ведь именно для этого он и нужен. Особенно здесь мне понравился двойной стандарт со стороны женщин, даже десятерной. Вы уже слышали, что нужно, чтобы быть настоящим мужчиной. Задолбаешься пыль глотать. А знаете, что нужно, чтобы стать настоящей женщиной? Ого! Это будет шок номер 2. Смотрите. Потому что если вы родились от мужчины и женщины в женском теле, это уже говорит о том, что вы настоящая женщина. Я рекомендую всем мужчинам принять на вооружение это понимание. Ты настоящий мужчина, если у тебя есть мужские половые органы. Все остальное от лукавого. Наши женщины используют эту манипуляцию по 2 причинам. Первое – это наследие нищего Советского Союза, где женщины боялись остаться без средств к существованию. Женщины в возрасте 35+ впитали от советских мам этот страх. И они автоматом смотрят на мужчину как на резервный ресурс, если вдруг с ней что-то случится и она не сможет работать. Эта ментальная установка, ее нереально убрать. Такая женщина щепетильно относится к понятию, платит за нее мужчина или нет. И если, не дай бог, не платит или предлагает 50/50, в ее подсознании он сразу же переходит в разряд непригодных. Даже если он миллионер. Я знаю много таких женщин, и самое смешное, что они нормально зарабатывают, сами без проблем могут за себя платить. Но фанатично ищут именно того, кто будет платить за них. Других просто не рассматривают. По сути, в мозгу таких женщин сидит установка страха нищеты. При этом это могут быть вполне достойные женщины, но менталитет есть менталитет. Западные женщины, наоборот, не испытывают страха нищеты или, как ни крути, западная цивилизация давно живет на порядок богаче. Поэтому там женщины рассматривают чаще мужчину как личность, как человека, а не как ресурс. Хотя тоже полно своих нюансов. Ну а второй вариант, это уже современные девушки пользуются этой манипуляцией, потому что так легче жить. На постсоветском пространстве не так уж сложно найти оленя, который будет стремиться быть настоящим мужчиной для девушки и будет отдавать максимум своих ресурсов. Так легче, потому что тогда от самой девушки особо ничего не требуется взамен. Не надо учиться строить отношения, не надо учиться удовлетворять потребности мужчины в отношениях. Чтобы мужчина делился ресурсами не потому что должен, а потому что он действительно этого хочет. При этом варианты манипуляции могут быть и просто. Мужчина должен. Типа просто потому, что он мужчина. Ну, как в мантре Нагиева. Почему я считаю это вредным и даже опасным для жизни мужчины, я рассказывал в видео о славных парнях и о балансе в отношениях. Посмотри обязательно. Резюме простое. Давайте честно признаем. Никто ничего никому не должен. И вообще, если мужчина прям должен быть с деньгами, например, то девчонки, давайте ему денег. Шутка. В современном обществе понятие «мужчина должен» себя исчерпало. Ну или если женщина хочет, чтобы мужчина соответствовал этому огромному списку требований, то она как минимум должна быть готова соответствовать такому же списку в ее адрес. Иначе это просто рабство какое-то. А у нас вроде равенство.
Но парни умнеют и сейчас тотально отказываются гнаться за статусом настоящего. А что женщинам делать? Учиться, как всегда, учиться строить отношения без манипуляций, с уважением относясь не только к своим хотелкам, но и к мужским потребностям. Благо, это очень легко, чтобы мужчина делал все то же самое, но потому что он так хочет, а не потому что должен. Потому что хочу и делаю, это надолго и в кайф. А делаю потому что должен, это ненадолго и в напряг. Кстати, как это делать женщинам, я рассказывал вот в этом видео. Все, друзья, напишите в комментариях, кому в этой жизни должны вы, по вашему мнению. Ставьте лайки и живите в кайф.